AMOLED-экран с диагональю в 1,43 дюйма, поддержка голосового ассистента на базе АИ искусственного интеллекта, круглосуточный мониторинг показателей здоровья, 20 дней время автономной работы, поддержка более 150 видов циферблатов, защита по стандарту IP68, функция Bluetooth-звонки, стильный дизайн, корпус из нержавеющей стали, и обо всем этом не только можно прочесть в рекламе к смарт-часам под названием Realme Watch S2. Но как на самом деле дела обстоят у данной модели, я сейчас вам, разумеется, расскажу. Благо, продают их уже давно. Распаковка. Поставляются эти смарт-часы в коробке из плотного картона, на ней есть краткая характеристика, изображение и, разумеется, название модели. Выглядит упаковка неплохо, пакинг простой, а в комплекте мы имеем сами смарт-часы, силиконовый ремешок, зарядное устройство с двумя пинами и краткое руководство. Весят смарт-часы 60 граммов, а габариты 46 на 53 на 12,5 мм, ширина ремешка при этом 22 мм. Далее, 7 обзоров в неделю выгружаю и ежемесячно разыгрываю по одному смартфону Poco X6 Pro. Для участия в розыгрыше необходимо подписаться на этот канал с колоколом, оставить любой осмысленный комментарий больше 5 слов под любым из роликов и либо в комментарии, либо в описании своего канала указать свое имя в телеге. Смартфоны разыгрываю ежемесячно на стриме, на стримах присутствовать не обязательно. Если победите, я вам обязательно напишу. Помимо этого еще и iPhone 16 разыгрывается на Новый год по условиям в ролике по ссылке в описании. Всем, кто оставит любой комментарий, огромное спасибо, знаете, вы помогаете проекту. Перейдем к обзору. Приобрести модель можно в черной, серой и серебристой расцветке. Внешние смарт-часы выглядят привлекательно. Средняя рамка выполнена из нержавеющей стали, а тыльная часть из матового пластика. Качество материалов отличное, ремешок быстросъемный с классической металлической застежкой и стандартным креплением. Ремешок тактильно приятный, при носке смарт-часы практически не ощущаются, да и спать в них комфортно. Запястье под ремешком особо не потеет, ремешок не натирает. Далее, на корпусе расположили по 2 контакта для зарядки, микрофон, динамик, 2 механические кнопки и датчики мониторинга показателей здоровья. Кнопки имеют люфт, по командам верхняя кнопка отвечает за переход в меню и возврат, нижняя за переход к тренировкам. Переназначить команды возможности нет, за что минус, как и за то, что верхняя кнопка не оснащена системой прокрутки. Летим дальше. Смарт-часы оснащены AMOLED-дисплеем на 1,43 дюйма с разрешением 466 на 466 пикселей. Плотность пикселей 326 ppi, частота обновления экрана 60 Гц и соотношение экрана к корпусу 72%. Экран действительно хороший, но рамки все же на борту, хоть и средних размеров. Экран слегка выступает, яркость по моим замерам 680 люксов, чего в целом достаточно для использования, но запаса яркости нет. Функция автоматической регулировки яркости также не завезли, но можно включить режим ночной яркости с запланированным временем работы. Технология Always On Display простенькая, имеет 5 предустановленных стилей. Работает АО только по расписанию. Автовыключение экрана максимум до 20 секунд, чего мало. При поднятии запястья экран активируется быстро и довольно корректно. Функция для выключения экрана накрытием ладонью и функция включения его тапом на борту. Далее, с главного экрана по свайпам сверху вниз панель быстрого доступа, в которой есть режим «Не беспокоить», регулировка яркости, продувка динамика, фонарик, режим энергосбережения и не только. Свайп снизу вверх уведомления, слева направо данные о здоровье и активности, а также быстрый доступ к последним открытым приложениям. Свайп справа налево – виджеты. Персонализировать виджеты можно, но сортировать меню нельзя, как и панель быстрого доступа. Система работает без подтормаживаний, скроллинг плавный, плюс есть различные анимации в системе. Далее, в меню можно обнаружить функцию для поиска смартфона, голосовой помощник, который работает в паре с голосовым ассистентом на смартфоне, но вот помощника на базе ИИ в глобальной версии нет. Далее есть прогноз погоды, будильник, который можно завести прямо со смарт-часов, функции для измерения окружающего шума, мировое время, секундомер и таймер, которые могут работать в фоновом режиме, но это предел многозадачности данной модели. Также производитель предоставил Bluetooth-кнопку для удаленной съемки и музыкальный плеер. С часов возможно регулировать громкость и переключать треки, воспроизведенные на смартфоне, плюс есть выделенные 200 мегабайт для загрузки музыки прямо на смарт-часы и возможность подключения Bluetooth наушников. Это прям круто. Далее, в настройках помимо уже перечисленного есть несколько предустановленных циферблатов, 5 стилей отображения меню и настройка вибромотора с громкостью динамика. Вибромотор топорный, но довольно мощный, а главное, за эти деньги он здесь и есть. Качество звука простенькое, без низких частот, что тоже неудивительно. В целом для звонков более чем достаточно. Watch S2 поддерживает функцию Bluetooth звонков, часов можно звонить или принимать вызовы. Опять же, для этого вам необходим смартфон. Разговаривать возможно, но комфорта в этом деле мало и желательно разговаривать в нешумной обстановке, чтобы по
пара фраз перекинуться, сказать «перезвоню». Уведомления приходят, иконки отображаются, как и смайлики, за что плюс, так как не все смарт-часы в данной ценовой категории могут подобным похвастаться. Отвечать на уведомления можно только заготовками, что неудивительно. Летим дальше. Видов тренировок достаточно, но вот отслеживания плавания здесь нет. Для тренировок есть небольшое количество настроек, а также функция автоматического распознавания 4 видов тренировок. Тренировку нет возможности свернуть для фоновой работы, удобно, что можно хотя бы использовать музыкальный плеер. В меню можно обнаружить записи тренировок, активность, а в приложении на смартфоне можно включить напоминание о разминке и необходимости попить воды. GPS-навигацией Watch S2 не оснащены. Теперь, что касается функций для мониторинга показателей вашего здоровья. Модель измеряет пульс, SpO2 и уровень стресса в автоматическом режиме. Измерять вручную, разумеется, также можно. Из полезного есть дыхательные тренировки, женское здоровье, мониторинг сна и определение энергии организма с мониторингом всех показателей разом. Результаты измерений не особо верны, сон же мониторят часы хорошо, отход ко сну и пробуждение фиксируется верно, за что плюс. Шагомер считывает шаги с погрешностью, в основном показывает больше пройденных шагов, чем есть на самом деле. Далее, емкость аккумулятора 380 мАч, полный цикл зарядки занимает 2 часа 15 минут в среднем, время автономной работы в обыкновенном сценарии использования со 100% яркостью, без АОДа, не больше 5,5 суток, что является средним стандартным, я бы сказал, результатом, но достаточно комфортным для использования. Водонепроницаемость IP68, что довольно круто. Конечно, я протестировал их, окунув в воду, по итогу мой экземпляр не пострадал. И в целом помыть руки, не снимая смарт-часы, однозначно можно. Но вот в соленой воде купаться вместе с ними я точно не советую. Но странно, что с подобной защитой нет отслеживания плавания. Летим дальше. Realme Watch S2 работают в паре с приложением Realme Link. Проблем в работе с приложением я не встречал. На стартовой странице приложения мы имеем вкладку с отображением результатов мониторинга вашего здоровья, вкладка с тренировками, профиль и вкладка с новостями от Realme. В настройках смарт-часов есть магазин с циферблатами, которых там не особо много, но есть динамические циферблаты, кликабельные, кастомные, плюс можно установить любую фотографию на экран. Также в настройках можно обновить прошивку. Мне, к слову, обновления уже прилетали. Далее, минусов достаточно. Отсутствие AI-помощников в глобальной версии, нет GPS-навигации, нет функции автоматической регулировки яркости, нет возможности подключить нагрудный датчик, мало настроек для тренировок, мало функционала, нет системы прокрутки на верхней кнопке, плохие алгоритмы для измерения показателей здоровья и нет возможности переназначить команды. Цену можно увидеть по ссылке в описании, но я вам скажу так, она у них прыгает реально в 2 раза, то есть иногда утрированно ценник 4000, иногда 8000, и от этого, разумеется, танцует отношение к устройству. Резюмирую. Realme Watch S2 про дизайн, материалы и экран. Однозначно перед покупкой часов я советую купить браслеты от Xiaomi или Huawei за 2500 рублей, на распродажах стабильно они торгуются. Походить с ними и решить, нужно ли вам устройство покруче. В принципе, от меня девайсу однозначно да, учитывая функционал и стоимость, за которую я их купил. Напоминаю, что подписываемся на телегу скидок и будете знать, когда можно это дело приобрести выгодно. Всем огромное спасибо за просмотр, двойное спасибо всем, кто оставит любой комментарий, потому что часов уже много скопилось, помимо Suunto есть еще и часы от Huawei, которые я по предзаказу купил, так что если хотите такие же подробные обзоры, пишем в комментариях. Спасибо за просмотр, добра и удачи вам, дорогие друзья.